Добрый вечер. Да, пожалуйста. В выходные Интерфакс информационное агентство Лана Самсония. В выходные вы посетили один из командных пунктов объединенной группировки войск и заострили внимание на взятии города Красноармейска. Вот в данный момент он полностью контролируется вооруженными силами Российской Федерации. Почему этому городу придается такое большое значение? Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими вооруженными силами действительно особое значение, потому что этот город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом, но самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь, так скажем, военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции. То есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными Генеральный штаб. Вот именно поэтому он и украинской стороны всегда обозначался в качестве одного из приоритетов в Донецкой Народной Республике, но и нашими вооруженными силами тоже. Наряду с рядом других укрепрайонов. А это тоже один из мощных укрепрайонов был. А сегодня он полностью находится в руках российской армии, как вот доложил совсем недавно командующий группировкой «Центр». Вопрос этот возникает, видимо, в связи с тем, что подвергаются до сих пор сомнению, так ли это на самом деле. Но если у кого-то есть сомнения, мы уже говорили на этот счет, я уже это предлагал. А что? Предлагал, чтобы ваши коллеги, иностранные и даже украинские, пожалуйста, мы украинским журналистам готовы предоставить это право, посетить город Красноармейск и убедиться своими глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует этот населенный пункт. Помню, когда мы это сделали несколько недель назад, украинский МИД тогда выступил с предупреждением о том, что сказал о том, что МИД Украины категорически против, начал угрожать журналистам и так далее. Но сейчас МИД Украины к этому не имеет никакого отношения, поскольку город полностью находится в руках российских вооруженных сил. Это, конечно, определенный уровень опасности есть, имея в виду, что там линия соприкосновения совсем рядом и дроны постоянно в воздухе. Но наши-то российские военные корреспонденты работают. Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг и готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их безопасность, но готовы будем провести по всем кварталам Красноармейска. Это то же самое касается и на Купянска. Владимир Владимирович, здрасте. Просто не далее, как вчера, Александр Юнушлаев, Зеленский заявлял, что ВСУ все еще в Купянске. Вот что он имел в виду, на ваш взгляд? Это его надо спросить, потому что Купянск уже несколько дней находится, то есть несколько недель уже находится фактически в наших руках, полностью, целиком. Мне кажется, руководство Украины сейчас занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий. Вообще такое впечатление, что они живут где-то на другой планете. Ну а потом, постоянно находясь в разъездах в процессе выклянчивания денег, здесь, наверное, уже не до текущих дел ни в экономике, ни тем более на фронте. Что касается Купянска. Купянск состоит из двух частей. Одна часть, наибольшая, основная, центра города, на правом берегу реки. Меньшая часть на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком. А чуть южнее по берегу
реки. Там еще один населенный пункт, который называется Купянск-Узловая. Вот там, по-моему, 2000 зданий, там идут боевые действия, 600 зданий, где-то около 1000 уже, 600-650 в руках российской армии, идет продвижение. Я думаю, что через несколько дней мы заберем и этот тоже населенный пункт. Но это отдельный населенный пункт. А кроме всего прочего, напоминаю, что вот на левом берегу реки заблокирована группировка противника численностью 15 батальонов, и российские войска приступили к ее ликвидации. Алена Нефедова, «Известия». В ближайшее время вы встречаетесь со Стивом Уиткофом, который специально ради этого приехал в Москву. Фактически сейчас переговорный процесс идет только с американской стороной. Почему молчат европейцы, почему они так отстранены от этого процесса? Ну, европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время, у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Хотя понимают, головой понимают, что это уже давно в прошлом, что такого не могло быть. Они приняли желаемое за действительное в свое время. Но признаться в этом сами себе не могут, не хотят. Сами себя вывели из этого процесса. Первое. Второе. Наблюдая, что результаты им сегодня тоже не нравятся, они начали мешать и действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают. Третье. У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно. На то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми. Они это понимают. И тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. Вот в чем их цель. Мы это отчетливо видим. Поэтому если они хотят вернуть действительно на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят, пожалуйста, мы это допускаем. По заявлению Сиярто, можно вот еще спросить. Сиярто сегодня вообще сказал, что мы можем оказаться в состоянии войны с Европой, вот буквально сегодня. Он говорит, что НАТО, европейская его часть, собирается в полную боеготовность привести свои войска к 29 году и к 30 году. Есть риск вооруженного конфликта. Это на самом деле вещь очень серьезная, почти сенсационная. Как вы к ней относитесь? Мы к чему-то готовимся действительно? Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Первый канал. Прокомментируйте, пожалуйста, атаки на танкеры у побережья Турции. Вот буквально сегодня произошел еще один такой инцидент. Честно говоря, даже еще не получил информацию. Знаю, что это происходило. Атаки на танкеры в нейтральных или даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство.
ничто иное. Значит, они раньше, украинские вооруженные силы, пытались наносить удары по нашим портам морским. Мы отвечали именно. Мы не начинали этих операций такими же ударами. Уверяю вас, что они гораздо более эффективные и мощные. И это прежде всего касалось тех судов, кораблей, на которых доставлялось в Украину военное имущество, оборудование военное и боеприпасы. И мы попадали именно туда, куда хотели, о чем свидетельствуют вторичные взрывы, которые мы наблюдали с помощью воздушной разведки. Но вот то, что делают украинские вооруженные силы сейчас, это пиратство. Какие ответные меры могут быть у нас? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты. Первое. Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе. Но это все как бы по нарастающей. Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас.